Скажите, пожалуйста, какова цель сегодняшнего форума и на какие практические результаты вы рассчитываете? Цель такая – обсудить те проблемы, которые стоят перед Каспийским регионом накануне третьего саммита глав прикаспийских государств, который 18 ноября состоится в Баку. К этому событию наш Институт Каспийского сотрудничества выпустил доклад аналитический. Квинтэссенция доклада простая. На самом деле, несмотря на внешнее успешное развитие многих государств региона, перед регионом стоит большое количество проблем и очень серьезных вызовов. По нашему убеждению, в одиночку с этими вызовами справиться будет достаточно сложно. На самом деле, в любом случае, 21 век, он станет веком региональной интеграции. И я думаю, Каспийский регион, если он хочет действительно комплексно, гармонично и достаточно автономно от других центров влияния развиваться, ему тоже потребуется интеграция. Как минимум экономическая, может быть общественная, гуманитарная и так далее. На наш взгляд, без пятисторонней интеграции многие проблемы Каспийского региона не решить. На сегодняшний день единственным интеграционным проектом, который обсуждается в медийном пространстве, является проект Организации Каспийского экономического сотрудничества, который в том числе поддержала Российская Федерация. Я считаю, что проект, по крайней мере, заслужит обсуждения. Было бы неплохо, чтобы на саммите предстоящем этот проект обсуждался. Мы, по крайней мере, планируем и наш доклад, и резолюцию нашего сегодняшнего мероприятия направить в адрес участников саммита. И я думаю, что это и будет практический результат. Кроме всего прочего, обмен мнениями и контакты – это всегда полезно. А вы знаете, идея УКС давно обсуждается в экспертном кругу. Но, по вашему мнению, возможно ли в ближайшее время начало интеграционного процесса? Либо какие процессы действуют, скажем так, центробежными тенденциями? Я думаю, что это в первую очередь вопрос политической воли. К сожалению, в первую очередь в пользу центробежных процессов играет вмешательство внерегиональных сил в регион Прикаспия. Совершенно абсолютно очевидно, что, скажем, большинство спорных вопросов, которые сейчас существуют на Каспии, они привнесены извне. Это и вопросы транзитных трубопроводов, это и вопросы противостояния, скажем, там, с Ираном. Эти проблемы, на самом деле, являются проблемами далекого от этого региона Запада. И в первую очередь интересы Запада, вторгаясь в этот регион, вносят в него разногласия. К сожалению, Запад по-прежнему ведет политику по известному принципу «разделяй и властвуй». Этим они достаточно успешно, к сожалению, занимаются. Разделяют, в том числе, страны Прикаспия и пытаются с этого иметь свои очки. Я считаю, что это одна из главных причин, по которой интеграционные процессы продвигаются медленно. Вы возглавляете институт, занимающийся непосредственно проблемами Каспия. Озвучите, пожалуйста, ближайшие планы вашего центра. Мы, во-первых, ежемесячно выпускаем аналитический мониторинг, во-вторых, у нас работает сайт «Каспийский фактор» www.kasfactor.com, где мы освещаем эти проблемы. Кроме всего прочего, мы выпускаем ежеквартальные альманахи, и я думаю, что в ближайших планах проведения конференции в других прикаспийских государствах. Какова позиция Азербайджана к идее ОКС? В принципе, позиция достаточно положительная. Вообще, каспийское сотрудничество очень важно для всех стран. Я думаю, что это позволит прийти к какому-то согласованному решению хотя бы на уровне экспертов. И, возможно, это окажет свое влияние на общее решение на уровне руководства стран. Как, по-вашему, Азербайджану проще решать проблемы относительно Каспия в двухстороннем формате, либо в многостороннем режиме? В любом случае вопрос Каспия будет решаться в многостороннем режиме, то есть всеми странами Каспийского региона на основе общего принятого решения. Двухсторонний формат, он, конечно, приводит к согласованию определенных вопросов между сторонами, но в итоге, я думаю, что вопрос будет решен на уровне всех 5 прикаспийских стран. Какова позиция Казахстана по вопросу о будущем Каспия? Безусловно, Казахстан настаивает на скорейшем определении правового статуса. Почему? Потому что это очень важно с точки зрения реализации своей государственной программы освоения казахстанского сектора Каспийского моря. Особенно то, что связано с открытием и освоением новых месторождений нефти и газа, а также диверсификации транспортных маршрутов по их экспорту за рубеж. С другой стороны, безусловно, Казахстан понимает, что даже занимая какую-то четкую позицию, нельзя добиться намеченных целей, и поэтому вынужден следовать в формате своей традиционной многовекторности. Видимо, основную ставку все-таки Казахстан делает на развитие двухстороннего сотрудничества с другими прикаспийскими государствами, чтобы через это сотрудничество выйти на
уровень расширения того доверия, которое на сегодняшний день сохраняется. Но тем не менее есть моменты, которые пока еще не нашли своего решения. В частности, Казахстан не может подойти к определению линии государственной границы с Туркменистаном именно на море. И поэтому есть моменты, которые, видимо, требуют своего решения. А каково отношение в Казахстане к идее ОКС? Было заявлено на уровне главы МИДа, тогда еще им был Марат Тажин, о том, что Казахстан в целом поддерживает эту идею. Однако это признание не прозвучало на уровне главы государства. То есть какой-то четкой официальной линии пока нет. Есть линия на поддержку, в принципе, инициативы России, но без какой-то такой активности, то есть своих каких-то предложений или замечаний по этому поводу Казахстан не дал пока. То есть, видимо, Казахстан ждет, когда Россия окончательно оформит эту идею и, видимо, на очередном саммите глав прикаспийских государств ее выдвинет. Тогда только, может, Казахстан и что-то выскажет.